Если вам одной байки о Сэмпере было недостаточно, то готовьтесь. Сейчас мы найдем один из возможных корень всех зол и бед. Но это не единственное, с чем мы столкнемся сейчас. Сегодняшний видеоролик посвящен карте GM Construct 13 Beta. С виду обычная карта, одно из ответвлений обычного GM Construct 13. Однако этот констракт хранит в себе тайны, в которых нужно будет разобраться. Как обычно, мы начнем с малого, закончим самым таинственным. Со временем, находясь на этой карте, все больше и больше начинаешь осознавать, что на ней... Если хорошо рассматриваться по сторонам, то можно найти темный силуэт. Можно просто сверлить его своим взглядом, а можно попробовать к нему подойти. Впрочем, ничего не произойдет. Силуэт просто исчезнет. Однако на этом все не заканчивается. Кроме этого темного силуэта, можно еще найти старого знакомого. О нем мы поговорим чуть позже. У него здесь своя история. Мы уже успели увидеть темную комнату. Она хранит в себе множество тайн. Мы начнем с простого. В темной комнате нельзя использовать лампы и источник света. Более того, команда Mad Fulbright 1 не будет работать в темной комнате. Это место оставляет вас только с фонарем. Темная комната хранит и еще секреты. Если поставить NPC на этой локации, то будут происходить странные вещи. Впрочем, это не единственное, что может нас встретить. В один момент можно поймать выбегающую женщину из темной комнаты. Она будет бежать в сторону небоскреба, а затем будет подниматься на крышу. И, дойдя до определенной точки, просто спрыгнет. Но на исход этих событий можно повлиять. Если не дать женщине дойти до небоскреба, то произойдет следующее. Thank God someone had the courage to do that. Появится вот такой маяк. Он будет светить в некоторых местах. Теперь ее душа будет освещать нам темные уголки этой карты. Есть вероятность, что как только мы зайдем в темную комнату, мы сможем увидеть стул. С ним мы никак не можем взаимодействовать. Однако, с этим стулом связаны пару событий, которые можно воспроизвести на этой карте. Если мы его взорвем, начнется цепочка странных явлений. Стул исчезнет, и в темной комнате появятся сталкеры. Они будут медленно ходить, кружить вокруг вас, а затем... Впрочем, один из них выживет, и тогда он пойдет в другую комнату. С этим радио много взаимодействий и секретов. Как минимум, устройство можно приложить к этой темной дыре.
Но если радио правильно настроить, то можно услышать следующее. Вводим в консоли пароль и наблюдаем следующее. Интересное зрелище. Может ли это быть то, что мы отозвались на помощь некому человеку, чтобы отбиться от монстров? Может ли тот сталкер быть душой, что когда-то умерла в темной комнате? На это можно поразмышлять, однако есть куда более непонятные вещи, и сейчас мы к ним придем. В секретной комнате можно найти знакомую нам куклу. С ней можно активировать второй триггер на этой карте. Ловим момент и снова ищем стул в темной комнате. Если преподнести куклу, то стул будет смотреть в сторону игрушки, так желая ее получить. И если мы удовлетворим желание стула, мы окажемся вновь в темной комнате. Только вот, ноуклип не будет доступен. Более того, мы не найдем отсюда выхода. Эта аномалия будет преследовать нас до тех пор, пока мы не уничтожим стул. We thought you were here to help. It's not supposed to end like this. После этого мы вернемся на констракт, однако нас уже будут ждать. Впрочем, ничего сделать толкового мы не сможем. Сэмпер будет просто стоять, а мы какое-то время будем телепортироваться по всему констракту. Затем все это закончится. Пока что. Заметьте, что радио всегда с нами, и можно пользоваться в любой момент. Более того, в темной комнате это радио оповестит нас о ближайшей опасности. Вспомните то самое темное пятно. Суть в том, что оно здесь не единственное. Под констрактом есть длинный коридор, где и можно найти вторую точку. Как обычно, настраиваем радио, преподносим его и слушаем. Все это не заканчивается лишь одной песней. Кое-что нас будет ждать впереди. К сожалению, кукле мы никак не поможем, ведь мы сами нуждаемся в помощи. В небоскребе можно выбить секретный проход в вентиляцию. Он выходит во многие помещения констракта, однако можно встретить такую локацию. Напоминает портал. В этом месте каждый раз появляются разные рисунки. Не забываем про радио, оно нам сейчас понадобится. Если приложить включенное радио, произойдет следующее. Впрочем, если вновь настроить правильную волну, будет совершенно другая картина. Радио словно является каким-то ключом ко многим загадкам. Но каждый раз, когда им пользуешься, ответов не становится больше. Возможно, мы подходим к одной из причин всех зол и бед, а именно к Сэмперу, что появляется на карте и просто стоит.
Многие пользователи отмечают то, что Сэмпер появляется и на других картах. Можно было бы посчитать это бредом, но про это писал не один человек, и не 10. Карта GM Construct 13 Beta действительно дает о себе знать. Что же случилось? Ну, наверное, ваш Гаррис Мод теперь заражен. Куда бы вы ни пошли, Сэмпер пойдет за вами. Этого не избежать. Если вы стали участником этого момента и хотите избавиться от проклятого Гаррис Мода, или может перезапустить события на карте, то перейдите по ссылке в описании. Возможно, я помогу вам. Или нет. Вот такая карта получилась. Респект автору за задумку. Предлагаю вам также залайкать ее и оценить другие работы этого пользователя.